Народ, всем привет! Сегодня хочу закоптить свиную грудинку. Точнее, сегодня дома я ее замариную. И потом уже через 3 дня увидимся с вами на даче, где я уже ее буду коптить. Маринад у меня будет жидкий, и чтобы замариновать мое количество свиной грудинки, мне понадобится 3 литра воды. Вполне будет достаточно. Вы можете взять как меньше, так и больше, в зависимости, сколько килограмм грудинки вы хотите замариновать. Включаю огонь, пусть пока вода разогревается. В кастрюлю засыпаю 300 грамм соли. Все ингредиенты я оставлю в описании. Они будут рассчитаны на 1 литр воды. 60 грамм сахара, где-то примерно 3 столовые ложки. 6 штук лаврового листика. 15 штук душистого перца. Ну и примерно где-то 30 горошин черного острого перца. Ну я так не считал, примерно их кинул. Все отправляем в кастрюлю и ждем, пока вода закипит. После того, как вода в кастрюле закипела, 5-10 минут даем покипеть, чтобы специи отдали свой аромат. Включаем огонь и остужаем маринад. После того, как рассол остыл, берем свиную грудинку. Я ее хорошо промыл, нарезал вот на такие вот кусочки, где-то размером с ладонь. Понадобится какая-то емкость, в которой все это дело будем засаливать. Туда я перекладываю кусочки. И все это заливаем рассолом, чтобы куски были полностью покрыты жидкостью. Накрою тарелкой, так, чтобы не всплывали. Все готово. Грудинку теперь поставлю в холодильник. Солиться она будет 3 дня. Короче, увидимся теперь с вами на даче, когда буду ее коптить. И снова всем привет! Вот и пролетели 3 дня, и как я вам обещал, выезд на дачу и копчение грудинки. Теперь можно открыть контейнер. Сейчас достану грудинку из маринада, обсушу салфетками и буду обвязывать для удобства нитками. Тарелка, которую использовал в качестве груза. Вот, посмотрите, какие классные кусочки. Кусочки я просушил. Теперь каждый кусочек я обвяжу ниткой. Для чего это делать? В принципе, это не обязательно, но для удобства лучше сделать. То есть перед копчением любой продукт, неважно, грудинка это или рыба, нужно обязательно обсушить, подвялить, потому что дым ложится лучше. Как раз вот за эту нитку можно подвесить. Сейчас мухи, я буду использовать специальную сетку. Либо потом уже извлекать будет удобно из самой коптильни продукт. И начинаем обвязывать. Здесь завязываем узелок. И таким образом все это дело обвязываем. И где-то вверху делаем петельку, чтобы подвешивать грудинку или потом извлекать из коптильни. Лишний можно обрезать. Кусочки я обвязал, и теперь второй этап нашего копчения. Тоже один из основных, это сушка и обвялка продукта. Это касается любого продукта, чтобы вы не коптили рыбу или грудинку, как в моем случае. Но я буду
обсушивать продукт вот в такой специальной сетке, ну, чтобы мухи не мешали. А вот если у вас нет сетки, вот для чего мы обвязывали грудинку, вот как раз вот так можно, допустим, натянуть веревку, вывесить и часика полтора-два. Ну, вот сейчас погода такая теплая, если слышите ветерочек, я думаю, 2 часа будет вполне достаточно. Ну что, выкладываю грудинку в сетку и ждем, когда она обсохнет. Ну вот, ребятушки, прошло 2 часа, грудинка подвялилась, можно теперь приступать к копчению. На дно коптильни засыпаю пару горстей ольховой щепы. Я засыпаю всегда сухую щепу, никогда ее не замачиваю. Ну, считаю, что не нужна лишняя влага в коптильне. Поддон для сбора жира всегда оборачиваю фольгой, так проще, потом мыть ничего не нужно. Фольгу собрал и выкинул. Коптить я планирую кусочки, накрыв ее одним слоем марли. Ну, думаю, цвет все равно ляжет на продукт. Как раз он будет такой вот золотистый, не слишком черный. Выкладываю кусочки грудинки кожей вниз, ну, чтобы между собой они не соприкасались. И накрываю марлей. Устанавливаю первый ряд, выкладываю мясо на второй и также устанавливаю сверху над первым. Ставлю коптильню на печь. Крышкой пока не накрываю. Как дым пойдет, тогда накрою. Ну и теперь можно разжигать огонь. Как вы заметили, коптильня у меня такая вот прям простая, не богатая, даже не из нержавейки. Вот. Не знаю, какой 2-й или 3-й сезон она, ну, где-то уже подржавела, ну, свою функцию она выполняет. Температуру держать лучше, конечно, в районе 100 градусов, там 80-90, но это как отслеживать, конечно, не очень такой прям сильный огонь должен быть. Я тут, конечно, крышку оснастил, вот, видно, термометром буду по нему ориентироваться. Ну вот, смотрите, я думаю, на камеру тоже видно, пошел дым из коптильни. Щепа, значит, уже занялась. Накрываю крышкой и начинаю процесс копчения, придерживаясь 80-90 градусов внутри коптильни. Прошло где-то 10 минут. Теперь открываем крышку коптильни и первый едкий дымок выпускаем. Снова накрываем и продолжаем коптить. Ну, друзья, прошло 45 минут с того момента, после того, как пошел первый дым. Первый дым, я напомню, стравливал. Давайте смотреть, что происходит. Вот видите, кусочки прям отличные. То, что нужно, золотые. Сейчас проверим. Ну, если видно, термометр чуть-чуть запотел, где-то 68 примерно градусов. Но это тоже отличная температура, поэтому я думаю, сейчас еще минут 5 поддержу и будем снимать с огня. Теперь можно убрать кусочки.
Вот, смотрите, зачем нужна была веревочка. Легко же достать. Смотрите, какой классный цвет. Вот то, что нужно было. Мне кажется, без марли немножечко было бы почернее. Ну, кто пробовал, напишите об этом в комментариях. Все, друзья, грудинку я повесил на веревку, чтобы она повисела пару часиков, лишний вот этот аромат копчения выветрился. Ну, сразу лучше, конечно, не кушать, потом положить ее в холодильничек, а на следующее утро уже вкушать. Получится очень вкусно. Грудинку я коптил в течение часа, но это от того момента, когда пошел первый дым. Получилось, в общем, все классно, цвет такой золотистый, ну прям как я хотел. Ну, теперь пробовать я уже буду без вас завтра. Ну, а мы с вами увидимся теперь уже в новом видео. Всем пока!